Всем привет! Давно мечтала сшить из ткани вот такого оленя для новогоднего декора под елку. Видела их много разных в магазине, но ведь сделать своими руками намного интереснее. Кто-то может увидеть в этой поделке лося. Кому как больше нравится? Напишите в комментарии. А теперь подробно покажу и расскажу, как сделать такую красоту своими руками. Подобрала ткань коричневого цвета для мордочки оленя. У меня обычная ткань из хлопка, но можно использовать мех или флис. Большинство деталей игрушки делала из старых обрезков ткани. Рисую с помощью шаблона мордочку. Ссылка на все шаблоны в описании под видео. Не забываю добавить припуски на швы примерно 5 мм. Вырезаю 2 детали. Голова оленя состоит из 2 частей. Рисую и вырезаю вторую часть. Прошиваю деталь на машине и выворачиваю. Вот такая мордулька у меня получилась. Набиваю голову наполнителем. У меня это холофайбер. Перевожу по шаблону на ткань 4 детали ушек. Теперь делаю оленю ботиночки из драпа. Нужно 4 детали. Все вырезаю. На полукруглых частях деталей делаю ножницами надсечки. Это спасет нас от морщин и перекосов ткани при набивке. Неплотно набиваю ушки наполнителем. Из картона вырезаю 4 детали подошвы ботиночка. На ушках делаю небольшую складочку у основания и подклеиваю ее термоклеем. Выворачиваю ботиночек на правую сторону. Приклеиваю к нему подошву термоклеем. Затем сверху приклеиваю еще одну картонную подошву. Нашла 2 деревянные круглые палочки. Отпиливаю 2 ножки длиной 40 см. Вклеиваю их в ботиночек под прямым углом, чтобы в будущем наш олень стоял устойчиво и не заваливался. Засыпаю в ботинок мелкие камушки для утяжеления. Можно было это сделать намного проще. Положить камушки в пакетик и перед приклеиванием подошвы сунуть в ботинок мешочек. Но нам простых путей не надо. Наконец-то пришла пора сделать оленяшки красивые полосатые колготочки. Выкраиваю их на ткани шириной 5 см и высотой 17-18 см. Колготочки я делаю немного шире диаметра палочек, так как захотелось собрать их в гармошку. А снизу прикручиваю ботиночек сквозь подошву к ноге саморезом. Предварительно нужно сделать отверстие под саморез, чтобы палка не треснула. Из драпа вырезаю подошву и приклеиваю ее. Ботиночки я еще немного набиваю наполнителем. Одеваю колготочки на ножки, приклеивая их в ботиночки. Закрепляя ножки с помощью маленькой дощечки, приклеивая и прикручивая к ней. Выкраиваю овальное тельце. Так как я делаю тело из трикотажа, а он достаточно тонкий, я решила для прочности выкроить еще 2 детали из флиса. В итоге у меня получилось 4 детальки тельца. Прошиваю, оставляя снизу отверстие. На углы дощечки приклеиваю поролон, чтобы не рвалась ткань. Сверху натягиваю тельце и набиваю его наполнителем. Набиваю хорошенько, чтобы чувствовался животик и попа у оленяшки. Затем аккуратно сшиваю тело снизу. Вырезаю из ткани 2 белых кружочка для глазок. Прошиваю по краю и слегка затягиваю.
Набиваю наполнителем, затягиваю сильнее и сшиваю. Получается глазик. Таким же образом я еще сделала и носик. Из плотной ткани выкраиваю рога. Вырезаю 4 детали. Склеиваю рога, проложив между ними лист картона для прочности. Делаю ручки оленяшки. Ручки выкраиваем вместе с ладошкой. Сшиваю их друг с другом, оставляю сбоку отверстия. Наполняю холофайбером и зашиваю край руки. Ручки готовы. Для их гибкости вставляю внутрь проволоку. Выкраиваю жилеточку. Получается, что нам надо 2 детали. Одну целую и одну разрезанную пополам. Вырезаю полукруглые края на полочке жилетки. Сшиваю жилетку. Приклеиваю ручки к телу на термоклей. Сшиваю шею снизу и приклеиваю голову к телу. Затем прошиваю еще нитками через край. Из фатина делаю нарядную юбочку. Прошиваю ниткой по всей длине фатина, примеряю и затягиваю. Подклеиваю юбочку на термоклей к талии и начинаю украшать нашу девочку. На талию оленяшки приклеиваю шелковую ленту, на ботиночки кусочки меха. Вдоль подошвы приклеиваю кант из темной ткани, чтобы скрыть некрасивый край и картон. Заодно это будет подобие подошвы. Так как оленяшка модница, то я решила сделать на шубке меховую оторочку. Приклеиваю меховой воротник и мех на рукава. Приклеиваю ушки. Сшила колпачок. Выворачиваю его на правую сторону и набиваю наполнителем. На голову приклеила вот такую проволочную антенку. Это не для приема сигнала из космоса. Она нам нужна для того, чтобы потом можно было колпачок загнуть в любом направлении. Сверху натягиваю колпачок и приклеиваю его. Приклеиваю челочку, рога, глазки, и носик. Ну и теперь немного аксессуаров. Бусики на шейку, изящная пряжечка на поясок и колокольчик на колпачок. Вот такая милая, нарядная и немножко смешливая девочка-оленяшка у меня получилась.
Для такой красивой девочки и жених сразу нашелся. Не удержалась и сделала вторую фигурку оленя, но теперь мальчика, чтобы им было не скучно под елкой в Новый год. Друзья, а вам понравилась моя новогодняя игрушка? Если да, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!